Всем привет из Вьетнама! Это курортный город Ничанг. Меня зовут Илья. Мы находимся сейчас в северной части города Ничанга. И сегодня я хочу показать вам интересный остров, который здесь находится на севере. Называется этот остров Хon Do. По-вьетнамски Хон — это остров, а До — это красный. Вот такой вот позади меня красный остров. Хоть он и совсем и не красный, зеленый остров, но вот почему-то называется по-вьетнамски Красный остров. Хон До расположен в северной части Ничанга, совсем близко к берегу. Этот остров такой маленький, что на нем компактно расположены всего несколько строений, алтарей и буддийский храм. Посетить его можно свободно и бесплатно, но попасть туда можно только на лодке. И от этого посещение этого островка становится более затруднительным. Долгое время это место было для меня любопытной загадкой, и всегда было интересно посмотреть изнутри, как там все устроено. Ведь в отличие от рядом расположенного мыса Хон Чонг, одной из самых популярных локаций, куда постоянно приезжает множество туристов, на этот остров туристов почему-то прибывает крайне мало. Сейчас мы на причале у этого острова. Мы ждем сейчас катер, который нас туда доставит. Попасть на него можно только по воде. Хотя на самом деле бывают такие отмели сильные, что на этот остров люди некоторые ходили даже и вброд. Я такое видел сам. Здесь бывает очень, особенно летом, днем, такие большие отмели, что на много метров отходит вода от берега, осушается практически. Люди выходят на берег искать какие-то морепродукты даже на дне морском. Ну и так исследовать дно, которое в обычное время не видно. Ну и вот до этого острова также оголяется дно и становится очень мелко. И некоторые люди могут туда попасть пешком. Здесь вот такой причал с рыбацкими лодочками. Люди отсюда выходят рыбачить. Вот сейчас мы видим тоже много людей с сетями. Какую-то рыбу поймали они. Это Тилли. Мы поедем на остров вместе с ней. Она вот как раз наблюдает за рыбаком, который сейчас распутывает сеть. Такая большая сеть. И здесь у него достаточно много рыбинок маленьких таких поймалось. Да, и вот как раз вот эти рыбки я очень тоже и люблю. Они реально вкусные. Мы живем здесь же, на севере Ничанга, уже несколько лет. И попасть на этот остров уже планировали 2 года. И попасть-то на него оказалось даже не так-то и просто для нас, потому что мы сюда уже приходим несколько раз. И так, чтобы договориться о катере, который нас туда доставит, оказалось не так-то и просто. Вот вчера мы сюда, например, тоже приходили. Пришлось кричать и звать лодочника, который приплыл с того берега, с острова, и объяснил нам, что сейчас не так много людей туда ездит и вообще практически никто не ездит. И лучше бы спросить разрешение у тех, кто там находится на этом острове, у монахов. Он оставил нам номер телефона для того, чтобы мы могли позвонить с утра. Сегодня удалось дозвониться, нам разрешили. И вот сейчас с нами как раз еще кто-то на этот остров продвигается. Моторная лодочка вот такая пластиковая. Вот такое расстояние разделяет с островом. Здесь торчат камни. В принципе, здесь не глубоко. Но вот эти камни сырые. Я думаю, что когда полноводье, здесь гораздо глубже. А вот летом бывает, что вообще здесь настолько мелко, что могут люди пройти вброд. Вот так здесь пришвартовываемся. Я, кстати, тоже когда-то этим занимался. Я работал в Сочи на катерах и тоже занимался вот такой швартовкой.
Так, выходим. Из русских туристов практически никого здесь не было. Никто мне про него не рассказывал, не говорил. Ну вот здесь даже видно дно с этого берега. То есть тут получается, что по пояс вообще и плыть-то даже не надо, наверное. Кстати, хочу еще напомнить всем, кто собирается посещать какие-то храмы, здесь обязательно нужно одевать именно длинные штаны какие-то, которые прикрывают колени. Вот я сейчас тоже в черных таких штанах, в джинсах. Мне жарковато, конечно, в них, но такие правила посещения храмов. Ну, давайте сейчас поднимемся сюда, как оно здесь все выглядит. Вот здесь такой причал. И сделаны ступеньки из камня. Вот такая здесь беседка построена. Интересная. Здесь какой-то прудик с маленькими рыбками. Изначально остров был даже без растительности. Это был каменный остров под палящим солнцем. На закате эти камни переливались красным оттенком, поэтому остров и назвали красным. По-вьетнамски это Хондо – Красный остров. В 60-е годы 20 века остров начал осваивать монах по имени Тик Вен Ман. Он отдал всю свою энергию и молодость, чтобы превратить необитаемый остров в прохладное зеленое место, пригодное для жизни. Он основал там храм, засаживал остров растительностью и облагораживал территорию десятилетиями. Там не было ни питьевой воды, ни достаточно почвы и песка. Он все это доставлял туда с берега вместе с едой и строительными материалами на маленькой лодке. В течение первых 5 лет он подготавливал почву и фундамент для строительства, а крупные камни скатывал к подножию острова. По итогу остров приобрел умиротворяющую атмосферу с густой растительностью, которая образует повсюду тень и дает прохладу. Там есть несколько строений, много скамеечек и декора, разные алтари с подношениями и всевозможные буддийские атрибуты. В центре здесь расположен вот такой храм, основное здание. Здесь мы видим уже отделано современными материалами. Двери такие стандартные. Наверное, здесь дом внизу уже. Вот здесь даже рельсы у них к воде. Куда-то мы сейчас отходим вниз. Здесь алтари. Большой стол с подношениями. Ниже алтарь. Также с подношениями и с фигурками. Вот здесь выход к морю на камнях. Да, вот с этой стороны интересно посмотреть. Я никогда ни на катере не отплывал от берега, ни на этом острове еще не был. Интересно посмотреть. Отсюда видно весь центральный пляж и все отели на первой линии. Большой столб с флагом. This is Lady Buddha. She is a very kind Buddha. She flies everywhere, and if you're in danger, if you're in trouble, she will show up and help you. For example, you are in the sea and you feel not safe, you can pray Namo Azida Phật, Namo Quan Thế Âm Bồ Tát, and then she will show up and help you. Lady Buddha. Перед входом всегда нужно снимать обувь, когда заходишь. Здесь мы видим статую Будды
на таких алтарях разные подношения. Founder Buddhism. Будда. Buddha. This is Bible. У кого были дома такие штучки? У нас дома они были. Здесь как такая столовая с накрытыми приборами. Кстати, название храма Чуа-Тутон и переводится как «Храм Солнца». И, конечно же, тут присутствует вот такое изображение. Так обозначается солнце в буддизме. А такая инсталляция со статуэтками есть на территории многих буддийских храмов. Она изображает легенду о том, что когда Будда родился, он мог ходить, оставляя цветок лотоса у своих ног на каждом шагу. Вот здесь такая каменная площадка. И здесь установлен тоже алтарь со статуей Будды. Здесь тоже камни, как и на саде камней. Красиво. И видно как раз мыс Хончонг. Сад камней вот там. Причем сад камней выпирает от берега даже дальше, чем вот эти камни здесь, на этом острове. Смотрите видео про сад камней, кстати, отдельное. Я специально подробно рассказал про это место. А вот там виднеется вдалеке остров, символ провинции Ханьхоа. На этом острове нашли так называемые ласточкины гнезда. Это такие гнезда стрижей саланганов, которые делают их из собственной слюны и которые считаются очень полезными. Это реально одно из самых дорогих блюд в мире. Про эти ласточкины гнезда я немножко рассказывал отдельно в видео. Смотрите в правом верхнем углу. В этом видео вы найдете информацию про эти гнезда, как их добывают в искусственных условиях. Надеюсь, что когда-нибудь мне получится и реальную пещеру эту посетить, где расположены эти ласточкины гнезда. Но вот именно здесь, в провинции Ханьхоа, многие столетия уже добывали это блюдо. Одно из самых дорогих в мире. Ну и, конечно же, попробовать блюдо из этих ласточкиных гнезд тоже нужно. Еще здесь находится главный алтарь с большим колоколом, где читают молитвы в определенные часы и бьют в этот массивный колокол. Мы постоянно слышим дома доносящиеся голоса молитв и звон колокола с острова. А теперь наконец-то увидели все здесь изнутри. Ну вот за нами и катер уже приехал. Вот так. Да. Ням-ням, бум-бум. Вы работаете здесь каждый день у этого храма? Làm cho nhà chùa. Да. Я работаю при храме из добрых побуждений. Да. Goodness. For free? I can't swim Нас now. тут колышет, подбрасывает, и Тилли всегда боится чего-то такого. Вот это забавно. Don't sit there. Scared. I'm like a... Не бойтесь, лодку качает на волнах, но она не перевернется. До этого качала гораздо больше, а сейчас море спокойное. Còn lông thì là Как долго вы работаете здесь на этой лодке? 5 лет. Вот мы наконец и засняли это местечко, этот остров Хондо, Красный остров по-вьетнамски. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, не пропускайте новые видео. Пишите комментарии, были ли вы на этом острове или вообще интересовались ли когда-то этим местом, потому что здесь много людей, туристов гуляло.
но никогда на этот остров никто не ходил. Это Ничанг, курортный город и остров Хондо. И я был здесь и всем советую.